Anahtarısın da Hakan'da kızsın. Serhat ağam eline silahı da aldıysa onu durdurabilene aşk olsun. Ben de onu düşünüyorum. Sende bu tetiği çekecek yürek yok. Ne olacak bundan sonra? Bundan sonrası Tufan Yusuf. Yaşayıp göreceğiz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Сможет ли Серхат стать тем совестливым господином, о котором он мечтает? Сможет ли Йылдыз держать Серхата у своих ног, когда захочет? Не вызовет ли предупреждение Серхата Йылдыз не уходить разлад между ним и Мелек? Сможет ли Серхат отныне удержать Мелек рядом с собой? Боялся ли Серхат сказать Йылдыз уйти из-за просьбы Мелек? Сможет ли Йылдыз заставить Серхата уйти и забраться к нему в постель? Замышляет ли Акиф воспользоваться гневом Серхата и занять его место? Узнает ли Серхат, что его убил Акиф, а не Ашир? Что произойдет, когда провокационные слова Ашира сведут Серхата с ума? Кто похитил родителей Мелек, Хильми-бея и Нергис-ханым? Узнает ли Мелек, что ее настоящие родители – безумные Севди и Зиян-ага, а Йылдыз – ее родная сестра? Когда Мелек узнает, что ее родителей похитили? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Серхат стал тем Агой, которого он хочет, положил конец всему плохому, сохранил свой брак с Мелек и позволил Йылдыз остаться с ним, чтобы она могла учиться, и это поможет ей понять, что он не просто ее жена, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к анализу, приятного просмотра. После 4-й серии баланс сил полностью изменится, и начнутся новые расчеты, касающиеся совести, желаний и тайного прошлого персонажей. С официальным вступлением Серхата в должность наследника престола начнется новая эра, как в его внутреннем мире, так и в отношениях между семьями Елдоран и Кардаглы. Однако эта новая эра будет полна скорее потрясений, чем мира. Серхат столкнется с ожесточенной борьбой между своей совестью и традиционным авторитетом, чтобы стать Агой, способным взять на себя ответственность за земли и людей, унаследованные им от отца. После убийства Акифа опыт брата Серхата наполнит его глубоким сожалением, но также покажет ему всю тяжесть лидерства. Убийство Юсуфа без приказа Серхата пошатнет его чувство справедливости. Теперь он будет более осторожен в каждом решении, но эта осторожность создаст в его окружении впечатление мягкого господина. Серхат, пытаясь сохранить чувство справедливости, будет доставлять неудобства как Юсуфу, так и Аширу. Эта ситуация станет для Серхата серьезным испытанием, которое определит, станет ли он добросовестным господином или безжалостным лидером. Йылдыз поймет, что единственный способ остаться в особняке – произвести на Серхата впечатление. Используя свою гордость и женственность как оружие, она заведет Серхата в эмоциональный тупик. Хотя Серхат хочет сохранить верность Мелек, провокационное поведение Йылдыз смутит его. Неспособность Серхата сказать Йылдыз уйти станет для Мелек глубоким разочарованием. Мелек сочтет это трусостью и моральной слабостью Серхата. Это нарушит их эмоциональное равновесие. Пытаясь противостоять Йылдыз, Серхат отдаляется от Мелек, однако это отчуждение приведет к молчаливому сопротивлению Мелек. Мелек останется рядом с Серхатом, но в глубине души потеряет доверие. Йылдыз будет использовать совесть Серхата, чтобы оказывать на него эмоциональное давление. Она будет заставлять его сомневаться в их связи с Мелек при каждой возможности. Однако чувство Серхата к Йылдыз не любовь, а сострадание, порожденное бременем прошлого. Когда Йылдыз осознает это, ее амбиции возрастут, и она предпримет еще более опасные шаги, чтобы захватить Серхата. Исчезновение Хильми-бея и Нергис-ханым проложит путь к раскрытию тайны происхождения Мелек. Это похищение не будет случайным, оно станет наказанием за грех, совершенный Зиян-агой в прошлом. В поисках их Мелек начинает сталкиваться с истинами, скрытыми от нее в прошлом. Вскоре Мелек узнает, что Севди и Зиян-ага потеряли ребенка, и что этот ребенок мог быть ее. Эта информация потрясет жизнь Мелек до глубины души.
Также выяснится, что Йылдыз – родная сестра от одной матери и одного отца. С этим осознанием отношения Мелек с Серхатом приобретут совершенно иной смысл. По мере того, как Мелек приближается к обретению своей настоящей семьи, она осознает, что ее прошлое запятнано грехами Севди и Зияна. Это заставит ее усомниться в своей истинной сущности, как Мелек. Она поймет, что теперь она не просто жена Серхата, а наследница темного рода. Серхат верит, что за ловушкой стоит Ашир, но не понимает, что истинный план ведет Акиф. Заставив Акифа следить за каждым шагом брата, он выставит его слабым и создаст кризис доверия в своем окружении. Ашир, однако, попытается обратить эту ситуацию себе на пользу, вызывая гнев Серхата и заставляя его совершать ошибки. Провокационные слова Ашира станут испытанием для терпения Серхата. Однако на этот раз Серхат не поддастся гневу и решит действовать по плану. Он будет следить за людьми Ашира, пытаясь обнаружить любую скрытую связь между ними и Акифом. В результате этой слежки Серхат узнает, что Акиф все спланировал, чтобы захватить власть после своего возвращения. Когда Серхат узнает об этом, ему придется одновременно сражаться и с братом, и с Аширом. Это изолирует его, поскольку Мелек поглощена своим прошлым, а Йылдыз преследует собственные амбиции. Серхат одновременно переживет предательство брата и отчуждение любимой женщины. Вопрос султана Зияну Аге «Ты совершил грех Севди» перерастет в самый большой скандал сериала в следующих сериях. С раскрытием правды, которую Зиян Ага скрывал годами, личности Мелек и Йылдыз полностью изменится. Открытие того, что Мелек и Йылдыз – брат и сестра, вызовет не только моральный, но и социальный хаос. Когда султан узнает эту правду, он примет решение, которое будет иметь решающее значение как для чести своей семьи, так и для будущего сына. Изгнание Йылдыз из особняка будет желанием не только Мелек, но и султана. Однако Йылдыз не уйдет, напротив, на этот раз он будет использовать все возможные средства, чтобы избежать потери Серхата. Хотя похищение Хельми-бея и Нергис-ханым может показаться совпадением, за ним будет стоять другая сила, неизвестная Аширу и Акифу. Этой силой может быть местная организация вне клана Йылдуранов или кто-то, кому Зиян Ага причинил зло в прошлом. Этот человек возместит ущерб семье Мелек за грехи Зияна Аги. Когда Мелек узнает о пропаже родителей, она рискнет всем, чтобы найти их. В процессе она начнет расследовать свое прошлое и раскроет правду о родословной Зияна Аги. Это похищение полностью изменит баланс как прошлого Мелек, так и ее будущего. После 4-й серии Хилф история примет новый оборот, где переплетутся моральные конфликты и тайны, проистекающие из кровных связей. Звездочка Серхат будет бороться со своим желанием стать совестливым господином. Звездочка Йылдыз поддастся своим амбициям и рискнет всем, чтобы завоевать Серхата. Звездочка Мелек вновь обретет свою личность и семью. Звездочка Акиф и Ашир продолжат свои тайные планы по подрыву власти Серхата. Прошлый грех Зияна Аги разлучит двух сестер и всю семью. В конце всех этих событий Серхату придется столкнуться как с предательством брата, так и с правдой двух женщин, которых он носит в своем сердце. Это противостояние определит, станет ли он наследником не только властителя, но и своей собственной судьбы. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.